Всем привет, это новый влог, и сегодня мы отправляемся в путешествие. Я давно хотела куда-нибудь сгонять, и в этот раз мы решили отправиться в Тигре. Всем привет, у нас сегодня первое путешествие с малышом. Посмотрим, как это будет происходить. Мы поедем в Тигре. Вот, я знаю, что там должно быть очень красиво, что это как будто какая-то такая небольшая Венеция, вот. Поэтому очень хотелось туда съездить, вот, и мы решили поехать таки на такси. Булочка кормлена, вроде как подгузник у нее еще норм. Сейчас как раз ее переоденем и будем отправляться. Пока что она вот так вот сонно лежит, спокойно, поэтому нужно пользоваться моментом. Я потихоньку собираю ее, меня подгузник, переодеваю, собираю различные вещи, которые могут пригодиться в дороге. И после этого мы как раз отправляемся в путь, выходим и должны еще встретиться как раз с друзьями. Лежит красивый милашка, лежит, развлекается. Заказав такси и отправившись в путь, минут через 40 мы были уже на месте. Нас высадили возле набережной, поэтому прогулку по городу мы решили начать именно с нее. Возле воды было очень свежо, поэтому легко можно было увидеть местных, которые просто сидели как раз на травке возле набережной, любовались на воду. Кто-то занимался греблей, ну и в принципе можно было встретить очень много различных лодочек, которые просто проплывали мимо. Мы же не торопясь прогуливались, пытаясь понять, что же здесь может такого интересненького посмотреть. Сами дорожки возле набережной достаточно узкие, и не могу сказать, что это было удобно в плане путешествия с коляской. Местами можно встретить достаточно милые и симпатичные здания. Насколько я поняла, здесь можно где-то даже раздобыть туристическую карту. Но у нас не было какой-то конкретной цели, мы хотели просто отдохнуть, просто сменить локацию и зарядиться какими-то новыми впечатлениями. Встретили также вот такую вот прикольную скульптуру тигра. Ну и вообще в городе, в принципе, обыгрываются тигры, вот поэтому можно будет встретить их не раз. Но мы не устояли, нам захотелось мороженого, поэтому, увидев Макдак, мы рванули как раз за этими вкусняшками. Я никогда не являлась фанаткой Макфлури, я больше люблю обычный простой рожок. Вот, собственно, его мне как раз и приносит муж. Вот его я очень люблю. Плюс сейчас здесь в Элладыри достаточно много различного крутого мороженого, поэтому, мне кажется, Макфлури просто по сравнению с ним ничто. Ну а мы отправились дальше. Нам очень рекомендовали покататься здесь на лодочке, но мы как-то решили обойтись без этого. Может быть, как-нибудь в другой раз. Сейчас нам больше хочется именно погулять пешком. К тому же погода была замечательная, Буэнос-Айрес нам немножко наскучил. Город выглядит чистым и приятным, даже если заходить вглубь, но я так понимаю, что самое интересное все равно здесь происходит рядом с набережной. Пока мы прогуливались, нам встретилось несколько парков, они были небольшие, но очень приятные, достаточно ухоженные. У воды мы тоже немножко посидели, обзавелись как раз прохладительными напитками и решили тоже отдохнуть, полюбоваться немножко на воду. Но затем мы проложили особый маршрут, сделав небольшой круг, пройдясь немножко мимо таких симпатичных домиков, но добравшись в итоге до художественного музея. Это очень красивое здание, вот оно как раз нас пленило своим видом, чуть позже вам как раз его покажу. Единственное, пока мы до него добрались, уже было достаточно поздно, поэтому смысла идти внутрь не было, поэтому именно этот момент мы отложим уже как-нибудь на другой раз. Наверное, Тигры вам понравится, если вы любите греблю, потому что здесь есть все для этого. Либо если вы фанат лодочек, любите на них кататься, то тоже очень прикольно. Здесь вот есть всякие такие небольшие яхточки, лодочки. Вот. Так что тем, кто любит плавать, я думаю, что здесь должно понравиться. Нам было немножко скучновато, особенно когда мы решили делать тот самый крюк мимо как раз жилых каких-то домов. Здесь дорожки сами не сильно оборудованы как раз для того, чтобы гулять с коляской. И чем дальше мы шли, тем хуже становилось, поэтому было достаточно неудобно, к сожалению. Видимо, местные здесь с колясками вот так вот не гуляют. По большей части, похоже, они именно перемещаются на машинах, что весьма жаль. Не знаю, но пока Тигрос выглядит не созданным для колясок. Ехать на такой ехать с коляской по улочкам не туристическим Тигроса сплошная мука. И то, что впереди, еще более-менее. Быть велосипедистом здесь здорово, так как машин не очень много, вот поэтому, видимо, именно кататься на велосипеде здесь классно. Вот, но с коляской
все равно как-то переживаешь, когда выходишь на дорогу, поэтому смысла выходить нет. Вот, кстати говоря, один из тех парков, о которых я рассказывала, смотрите, какой ухоженный, очень миленький. Здесь вот газончик подстрижен. Гулять здесь, сидеть на травке — одно сплошное удовольствие, конечно. Особенно, когда есть цветущие деревья. Мы гуляем под Тигры. Как-то он пока не очень впечатлил, если честно. Ждали, наверное, большего. Вот, но здесь, в принципе, есть какие-то моменты симпатичные. То, что он такой, наверное, небольшой, уютный, в принципе, городок. Вот. Но ожидания были, конечно, больше. Вот. Я просто, честно говоря, не знаю, что здесь прям такого интересного можно посмотреть. Кроме вот набережной, пока что ничего такого, что могло как-то зацепить, впечатлить. Но здесь есть вот такие вот симпатичные здания, и конкретно на вот этой улице еще много различных музеев. А еще у них проблема с тем, что, например, вот с коляской вот здесь вот сейчас особо не приползешь. Можно перейти на ту сторону, но там тоже не сильно лучше. Если честно, не понимаю, как здесь гуляют именно с колясками. Я так понимаю, что главной фишкой Тигра является как раз то, что здесь можно, как будто бы съездить на дачу. То есть можно арендовать какой-нибудь небольшой домик, взять там паришу, взять мясо, в общем, пожарить его где-нибудь на участке, вот, посидеть вместе с друзьями возле воды, может быть, даже немножко поплавать, вот именно на лодочках где-то рядышком. В общем, какой-то такой вид отдыха. Вот он, видимо, здесь как раз является главной фишкой. Но если вы не планируете контактировать с водой, вам будет скучновато. Тем временем мы добрались до художественного музея. Смотрите, какое невероятнейшее здание. Вот, очень красивая архитектура. Просто завораживает. И сама территория, где расположен как раз этот музей, она тоже фантастическая. Здесь очень много красивых клумб, дорожек, милых очень скамеечек. В общем, посидеть рядышком даже одно сплошное удовольствие. И, в принципе, мне кажется, само здание, оно тоже восхищает. В общем, не может не восхищать. Ну и плюс это расположено как раз рядом с набережной. Вот очень красиво вот здесь прогуливаться. Вот мы как раз сели немножко передохнуть, насладиться видом. Плюс нам потребовалось еще поменять памперс. Ну и булочка тоже уже проголодалась, поэтому мы посидели немножко, еще сделали все свои дела. Ну, естественно, проголодалась не только булочка, мы тоже уже захотели покушать. Вот, присмотрели ресторанчик, у него были хорошие отзывы на Гугле, вот, поэтому мы решили отправиться туда. Плюс он был тоже у водички, вот на такой вот веранде, очень симпатично и атмосферно, мне кажется, было посидеть. Надеюсь, что будет вкусно. Ребята при этом заказали вино, и самое забавное, что это вино было с именем как раз нашей малышки Эмилия. Вот это такой, мне кажется, судьбоносный тоже момент. В общем, очень забавно получилось. Ну, если верить словам, вино вроде как было достаточно неплохим. Ну и мы заказали еще ризотто. У меня было такое с моллюсками, было неплохим. Ну и вечер подходил к концу, было уже так достаточно темно, но достаточно атмосферно. Мы вышли на прогулку. Хотим дойти до парка. Муж купил лонгборд. Вот, будет сейчас как раз баловаться, пытаться покататься, потому что он еще вообще ни разу не пробовал кататься на лонгборде. Вот, это будет его первый раз. Обычно мы катаемся на сноуборде, вот, поэтому опыт какой-то вроде как есть. Я уже стримом смотрел. Походу, его катание закончилось. Да, конечно. Просто из тебя пока что не самый удачный, видимо, мастер лонгборда. Булочка пока вот так вот сладенько лежит в коляске, но мы проходили мимо кофейни и, естественно, не могли не заглянуть, не могли не взять с собой немножко кофе. Вот этот напиток божественный, вот без него, естественно, никуда. День тоже солнечный, вот в такую жару, конечно, не так просто пить горячий напиток, но кофе все равно хочется. Ну и плюс, когда ты не высыпаешься, это просто твоя палочка-выручалочка. Всем привет! У нас здесь кофе, здесь булочка, а здесь другая булочка. Идет великий лонгбордист, великий лонгбордист. В этом парке любят собираться в выходные, просто гулять, кататься на велосипеде, на роликах. Смотрите, здесь булочка, вот такая, очень вкусная, вкусняшка.
Малышка пока сладко спит, вообще в коляске она всегда хорошо успокаивается. Так что если, допустим, она недовольна, стоит просто выйти на улицу прогуляться, и она сразу засыпает. Упал ногами, а чуть руку не вывихнул. Как обычно. Кто у нас проснулся? Кто проснулся? О, какие выражения мы делаем. Весь облезлый, облезлый. Облезлый малыш. О, как мы хмуримся, недовольны, что говорят, что облезлый. О, не нравится. Мешают, скажи, мешают мне все разглядывать. Солнце потихоньку садится. Вообще здесь всегда очень красивый такой закатный свет. Он такой желтый, теплый. Вот тоже очень нравится наблюдать за тем, как солнце заходит, как появляются вот эти вот солнечные лучики. Вот очень красивый, на мой взгляд. Ну и муж пока не сдался, все еще учится кататься. Ну и пока что, вот, наверное, к завершению дня у него стало получаться чуть лучше. Ну а мы потихоньку направились в сторону дома. Нам уже удается следить за карточками. Мы уже даже глазками водим, следим за ними. Не знаю, получится сейчас или нет. Не всегда она бывает сразу. Ну вот как-то так. Кто у нас тут смешной? Кто смешной? Ну а так мы сейчас хорошо укладываемся, хорошо засыпаем, вот достаточно неплохо, крепко спим. Вот, конечно, немножко тяжеловато в плане того, что нужно просыпаться на кормление. Вот, я пока что еще не привыкну к этому. Всегда потом себя чувствую немножко разбитой. Но меня очень выручает муж, что он может как раз взять ее с утра и с ней как бы посидеть, позаниматься. Не представляю, конечно, как бы я справлялась, если бы была одна. Ну и с каждым днем булочка меняется, взрослеть за этим тоже очень прикольно наблюдать. Очень классно, что ты как бы являешься частью всего этого. Есть в этом что-то такое удивительное и прекрасное. Не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Ну а влог подошел к концу. Надеюсь, что вам понравилось наше такое небольшое приключение. Ну и увидимся в следующий раз. Всем пока-пока!